Всем привет! Сегодня мы сделаем такое упражнение, как деревья. И это упражнение, которое мы назовем условно декоративные деревья. Оно может пригодиться для тех, кто будет заниматься иконописанием, а для тех, кто просто изучает для тех, кто изучает технику акварели, это будет также полезно, потому что мы на нем просто будем отрабатывать какие-то технические приемы работы с акварелью. Поэтому это упражнение будет полезно для всех, кто хочет работать и темперными красками, акварельными и другими материалами. Если вы рисовали уже, если вы уже работали с предыдущими упражнениями, то вам будет проще. А если нет, то я советую вам сделать те упражнения, которые я раньше вам показывала. Сейчас мы делаем кисточкой, просто намечаем тоненько рисунок, намечаем контуры ствола дерева, ствола и кроны. То есть вот мы работаем, что касается техники акварели, то у нас идет работа по сухому с одной стороны, а с другой стороны мы сегодня попробуем делать точную заливку в пределах контура, который мы нарисовали. Кому тяжело рисовать от руки, я выложу для вас в группах рисунки, с которых вы можете сделать себе по рисункам, которые я выложу по ссылке в описании, вы сможете сделать для себя вспомогательный рисунок, кальку или что вам будет удобно для того, чтобы перерисовать контуры изображения и позже их залить. Я работаю сейчас 3-м номером беличьей кисти. Она мягенькая, можно это делать и колонковой кистью, рисуночек. Но заливки лучше делать беличьей. Вот я прорисовала одним цветом все стволы, а сейчас я нарисую темным зеленым цветом контуры крон. И позже, когда это все просохнет, мы будем учиться делать заливки.
краски набирать на кисть нужно среднее количество, так чтобы у нас она не растекалась, иначе линия будет, иначе мы можем испортить контур линии. Можно взять краску более густую. Здесь важно дать просохнуть стволам, потом рисовать кроны, потому что можно вот влезть в красочку и размазать. Я просто уже имею некоторый опыт, поэтому я редко жду, когда все просыхает. Видите, вот я набрала немножко больше краски, и у меня уже контур, ну то есть я набрала больше краски, и мне труднее сейчас рисовать по контуру, поэтому лучше, как я говорила, набирать немножко меньше краски на кисточку, чтобы она была не очень жидкой, потому что она у меня как раз получилась, там как наглядный уже пример, как не нужно делать. Это вот если мы рисуем контур, то краска должна быть более густая, и там в ней должно быть меньше жидкости, меньше водички.
Вот такой у нас получился лес чудес. И после того, как мы вот это все прорисовали, мы дадим какое-то время, чтобы у нас все просохло.